Америка, помоги, а Зеленский, он же ничего не понимает. Зеленский ни в чем не разбирается. Я вам это ответственно заявляю. Приветствую своих сторонников и хейтеров. Сегодня речь пойдет о той информации и том факте, который абсолютно никто из СМИ не упомянул, украинских, так называемых СМИ, потому что это не настоящие СМИ. Это контрпропаганда, пропаганда, фейк-ньюс, игрушки в руках там разных дурачков ущемленных, но это только не средства массовой информации. А вот американский новостной канал NBC News выдал статью, это вот то, о чем я говорю, которую никто не упомянул, о том, что в июне состоялся разговор Джо Байдена и Зеленского по телефону, во время которого Джо Байден вынужден был накричать на Зеленского. Почему это произошло? Потому что как раз Джо Байден перечислял ему... Вы знаете, я не фанат Джо Байдена, но справедливости ради, ты разговариваешь с президентом США, самой могущественной страной в мире и союзником, слава богу. Так вот, Джо Байден перечислял выделенные миллиарды долларов, военную помощь там. И Зеленский после этого, вместо того, чтобы поблагодарить, чуть ли не перебивая его, начал сразу же требовать, что нужно дальше. И там несколько свидетелей присутствовало, которые этот инсайт дали прессе американской. Но они сказали, что Байден вынужден был накричать на Зеленского. А потом, вы помните, я еще тогда что-то заподозрил, что что-то идет не так. Потому что Зеленский резко такой начал в своих видеообращениях благодарить сильно США. Вот видите, причина вскрылась. Давайте еще раз поставим себя, поменяем местами. Представим, что мы американцы, и мы должны помогать Украине, которая находится почти 7000 миль от нас. И вообще, самое главное здесь, пожалуйста, не надо думать, что США помогают Зеленскому. США помогают Украине. Не надо делать так, что Зеленский это равно Украина. Поэтому, когда я критикую Зеленского, я не критикую Украину как страну. Это совершенно для меня две разных вещи. А у многих людей все в голове перепутано. И, конечно же, я хочу, чтобы Украине поступала военная и финансовая помощь. Другой разговор, что американцы работают, они построили великолепную страну, они платят налоги. А далее как? Далее государство США, уже не спрашивая у налогоплательщиков, определяет часть этих денег на помощь Украине. Честно это или нечестно? Я думаю, не очень по отношению к американским налогоплательщикам. Хотя они эти деньги используют, я имею в виду Штаты, в данном случае не то, чтобы просто как помощь. Они спасают оплот демократии в конкретном регионе. Это геополитика. И это просто нормально, это правильно с человеческой точки зрения, потому что как бы они выступают за справедливость. Но смотрите, что происходит. В то время, когда США выделяет все больше и больше помощи, просто космического уровня, и только благодаря этой помощи Украина еще существует как государство, и мы даже имеем шансы на победу. Я хочу сказать, что в это время Ермак и Ко продолжают заниматься своими схемами. В это время, дорогие друзья, когда Америка выделяет такие деньги, утверждено в бюджете 2023 года 2 миллиарда гривен на вонючий телемарафон. Понимаете? Но сейчас про телемарафон я вам еще больше скажу. Значит, в это время... Про Кирилла Тимошенко прошлое мое видео и же с ним. Вот чем занимаются вот эти чинуши. В то время, когда Зеленский чуть ли не хамством выпрашивает все больше и больше помощи у США. Вот только об этом идет речь. Если бы сейчас внутри Украины все было нормально в кабинетах, я бы вообще ничего ни слова не сказал. Но я надеюсь, что когда-то все это всплывет полностью и все узнают правду, чем на самом деле занималось большинство чиновников во время войны. Я-то от них надеялся, наверное, до сих пор какая-то доля наивности присутствует, что хоть во время войны они как-то, ну хоть что-то в них проснется. Ничего в них не проснется, потому что это совершенно больные, ненормальные люди. По информации, которую мне предоставляют, они еще более наглей и вообще борзо себя ведут в этом смысле. Они чувствуют, что во время войны будет полная безнаказанность и пилят деньги все более и более активно. Дальше идем. Я хочу вам сказать, вернее рассказать такую историю. Значит, несколько уже источников, которые связаны с энергетикой, мне сказали о том, что не все так гладко идет. И многие моменты как бы профессионалами не понимаются. Почему такие перебои со светом, что этого всего можно было избежать. Я не являюсь экспертом в этом. Единственное, какая меня посетила мысль, вы знаете, я не любитель там всяких сторонников теории заговора, но складывается такое впечатление, что даже где-то им выгодно то, что многие граждане очень долго в течение суток находятся без света. Включили свет,
включил телемарафон, посмотрел эту дрянь. На YouTube уже времени нет, вот у меня просмотры упали, еще у многих просмотры упали. Вот нормально, или без света, или со светом, с телемарафоном, ты же не будешь тратить время со светом на YouTube. Ну, большинство людей, вы, конечно, будете, потому что вы хотите разобраться, в чем дело, вы думающие люди. А большинство, к сожалению, нет. Поэтому еще раз призываю этот говно-телемарафон не смотреть. Возвращаясь к статье NBC News, вы все можете, я оставлю ссылку в описании, на нее зайти. Вот здесь все очень четко написано. Кто не знает английский, можно спокойно перевести и почитать, о чем здесь написано, и вы все сами поймете и сами разберетесь. Также я разговаривал вчера с бизнесменами из Киева. Плачут, в буквальном смысле слова, блокируются НДС накладные. Работать, делать бизнес невозможно. Это во время войны, уже 9-й месяц идет. Вместо того, чтобы все разрешить, чтобы люди могли спокойно остатки этого бизнеса хоть как-то работать, сохранить, они блокируют НДС накладные. Но Америка, помоги. Понимаете вообще, о чем это видео и почему я вот так ставлю вопрос? Америка, помоги, а Зеленский, он же ничего не понимает. Зеленский ни в чем не разбирается. Я вам это ответственно заявляю. У него по каждому направлению есть помощники, советники, и он туда не вникает. Этот человек создал буквально мафиозную структуру. В каком смысле? Круговая порука. Значит, ну даже в мафии, я хочу вам сказать, что если свои беспределят, то их очень быстро наказывают. Я знаю, о чем я говорю. Здесь Зеленский так не делает. Вот уже многие люди говорят, и я вам это рассказывал еще в самом начале, потому что когда Зеленский еще был в квартале, мне тогда люди, которые очень близко были с кварталом, они рассказывали, что Зеленский не терпим вообще никакой критики. То есть этот человек критику не воспринимает. И если он и не воспринимал как бы в творчестве, то как он ее будет воспринимать, тем более находясь на позиции главы государства. Так вот, Зеленский абсолютно не обращает внимания, когда его там ближайшие люди занимаются беспределом, грабят страну и прочее, прочее. Его это просто не интересует, он отказывается это слушать. Поэтому ни в чем сам не разбираясь. Поэтому если он отдал экономику на откуп Марченко, Гетманцеву там и так далее, то вот что мы можем видеть. Только я вам напоминаю, что сейчас судят Насирова, и за него залог там назначили какой-то бешеный 500 миллионов гривен или больше. Это бывший глава налоговой. Бывший глава Нацбанка в бегах, потому что тоже коррупция. Коррупция, коррупция, коррупция. Все проворовались. Эти все люди распилили огромнейшие бабки. Даже которые просто бизнесменам, настоящим рыночным, они и не снились. Потому что мы занимаемся совершенно другим. Мы с нуля создаем какие-то вещи и зарабатываем деньги, которые нам добровольно потребитель передает. Эти люди присосались к вашим налогам, а теперь в случае данном к налогам американцев, и пытаются урвать кусок. Ведь General Motors передала это, заработав деньги с потребителей своих. Они передали 50 Тахо, не знаю, где еще 49, но один точно у Кирилла Тимошенко. Вот и все. Вот вам, где Зеленский в этот момент? Он что, этого всего не знает? У него как? Он пелена перед глазами, что происходит, кто может мне объяснить? А я вам еще раз говорю, этот человек создал мафиозную структуру управления внутри государства, этот человек ни в чем не разбирается, он не компетентен ни в одном вопросе. И более того, я сейчас вам скажу, что будет после победы, дай бог нашей. После нашей победы Зеленский будет великим человеком в мире, поскольку, если, конечно, ЦРУ ничего не разоблачит, и мы потом не узнаем, как все было на самом деле. Но пока выглядит все так, что его пригласят в Голливуд какой-нибудь Стивен Спилберг, снимут какой-то проект, Зеленский будет великим, суперуважаемым человеком в мире, и все будет нормально. А теперь сравните с тем, как кто из вас встретил войну, как вы сейчас сидите без света, без воды, многие потеряли родственников, многие потеряли имущество. Вот вам и вся разница в подходах. Уже невільний народ невільної країни, уже эта фраза как бы не звучит, потому что ему уже подсказали, и он, может, сам услышал таких, как я, что это уже смешно звучит. Вот делайте выводы, дорогие друзья. И, пожалуйста, не делайте вот эту ошибку, которую допускают многие, повторюсь, что Зеленский равно Украина. Нет, для меня Украина это одно, а Зеленский это другое. Это случайный человек, который волею судьбы оказался на посту президента нашей с вами страны. Это случайность, так получилось. И не надо с него, пожалуйста, делать великого. Никакой он не великий. Потому что великие люди, они ставят великие цели, они говорят великие вещи. Я вам уже 100 раз приводил пример. Я вот буду скоро тезисно зачитывать книгу Шимона Переса, как в Израиле строилась великая страна, великие государства, где мозги ставились во главу угла, где руководитель страны великими идеями занимался. Зеленский этим не занимается. Зеленский отдал все на откуп своим людям. Эти люди пилят деньги, занимаются беспределом, а Зеленский
Закрыл глаза, закрыл уши, ничего не вижу, ничего не знаю, сам ни в чем не разбираюсь, но он считает себя великим. Я, конечно, желаю победы. Более того, Соединенные Штаты Америки тоже приняли решение, что Зеленским Украина должна добиться победы, но это не президент для мирного времени. Это совершенно точно, я вам заявляю. После того, как мы победим Путина, Зеленский уйдет в никуда, хотя, конечно, будет пытаться всеми силами остаться у власти. Он должен уйти с поста президента Украины. Украина должна отстраиваться с нуля после войны, после победы, совершенно с другими людьми. Всякими Ермаками, Татаровыми, Кирюшами Тимошенко, Арестовичами, Подоляками и прочей этой швалью даже пахнуть не должно в нашей стране. Вот и все. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. И жду вас на стриме в воскресенье. Мы все это обсудим. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца, тем более потратил время, находясь большую часть времени или просто значимую часть времени в сутках без света. Пока.